Вроде бы в Одессе жизнь кипит, и может показаться, что все как ни в чем не бывало. Но люди понемногу покидают город, но не из-за паники, а просто из-за усталости, потому что действительно нервы у всех на пределе. Сегодня уже 14 января 2026 года, и хочу вам сказать, что Новый год у нас начался действительно сложно не только для Одессы, но и для всей Украины, поэтому от этого уже не может быть позитивного, хорошего настроения. Ой, наша Одесса невероятно красивый город, и тяжело каждому человеку, которому из-за войны пришлось из Одессы уехать в поисках более спокойной жизни. У нас сегодня замечательная погода, так солнечно, ярко, красиво, но, правда, мороз. -4, но сейчас днем уже пригрелось -1. Можно спокойно идти по улицам. Я почему сегодня затронула тему, что люди некоторые начинают уезжать, потому что действительно сейчас жизнь в каком-то смысле становится невыносимой, особенно во время зимы. Сейчас тревоги давно перестали уже кого-то удивлять, но каждая все равно бьет по нервам, потому что ты к этому не можешь привыкнуть и просто учишься с этим жить. Но если бы только тревоги. Сейчас, как вы знаете, просто катастрофа в энергетической системе Украины, и людям действительно сложно. У меня много знакомых уехало из Одессы еще в начале войны, практически никто не вернулся. Ну, а сейчас создалась такая ситуация, что мои друзья, подруга с ребенком, к сожалению, тоже уезжает сейчас из Одессы, чтобы перезимовать, потому что у нее, как я уже сказала, маленький ребенок, и очень-очень сложно сейчас просто становится жить, к большому сожалению. Как это грустно звучит, что в таком прекрасном, солнечном, веселом городе периодически становится сложно жить, и все это из-за войны, которая пришла в нашу жизнь. Всех все лето предупреждали о том, что может быть сложная зима, что могут бить по энергетике, поэтому говорили, что всем заранее надо подготавливаться. Конечно, не каждый думал, что будет настолько сложно. Мало того, что у нас постоянные обстрелы, дроны начали летать чаще, так еще и бьют по энергосистеме Украины. И сейчас у многих проблемы со светом. В Одессе в последнее время появилось очень много новостроев, и вы сами понимаете, как людям жить, если нет электроэнергии. Все службы пытаются побыстрее ликвидировать последствия обстрелов, но вы сами понимаете, что в связи с такими масштабными повреждениями это быстро сделать просто невозможно. И знаете, сейчас самое сложное – это не страх, а вот постоянное напряжение, что что-то может случиться, что дальше может быть хуже, что ты не можешь загадать, что будет завтра. Я вам хочу сказать, что жить в таком подвешенном состоянии – это даже иногда гораздо хуже, чем страх. Хотя страх от обстрелов все время присутствует ежедневно, потому что каждая воздушная тревога может нести какую-то угрозу для жизни. В общем, не знаю, часто вы нам пишете, почему вы не уезжаете. Знаете, это так легко сказать, сел и поехал. Нет, все гораздо сложнее, на это есть свои причины. И знаете, многие люди не уезжают даже просто потому, что дома они чувствуют себя дома, а за границей очень часто чувствуешь себя чужим. Сейчас нахожусь возле Одесского театра Мускомедии. Многие знают это место. Здесь всегда проводят много интересных мероприятий. Захотелось заглянуть. Вижу фанера. Наверное, окно пострадало как-то из-за обстрела. Интересно, внутри работает или нет. Сейчас заглянем. Ей зданию самому больше 40 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Но все работает. Есть концерты, и несмотря на войну, у людей есть хоть какие-то развлечения. Мускомедия закрыта. С вами
не зайдем. К сожалению. Люблю этот район города. Действительно, очень и очень красиво здесь. Тихо, спокойно. Сегодня нету ни ветра, ничего. Погода замечательная. Вокруг только остатки снега. Люди сейчас уезжают не только из Одессы, но и из Киева. Я не говорю, что это массово, не навеваю паники. Просто общаюсь со знакомыми, и вот они рассказывают, что тоже бы хотели уехать куда-то в другой регион Украины или за границу, но, к сожалению, из-за работы не могут это сделать. Сейчас в Киеве критическая ситуация, такое в первый раз за 4 года, и в квартирах холодно, и электроэнергии нету. Службы делают все возможное, но, сами понимаете, ликвидировать последствия быстро не могут. И поэтому у кого есть возможность, те, конечно, стараются уехать. Но, опять-таки, это всегда сложно сделать, потому что, чтобы уезжать, нужно иметь деньги, бросать свою работу, бросать свой быт, дома, квартиры. Поэтому, конечно, все не спешат это делать. Сейчас отвлекусь от темы, потому что прохожу известное достаточно место в Одессе. Когда-то, кто помнит, здесь был красивейший ресторан «Александровский», но в 2024 году, несмотря ни на что, люди рискнули и открыли заведение «Татар-Бунар». Если кто-то нас смотрит с «Татар-Бунар» из Одесской области, вам большой привет. Это ресторан бессарабской кухни. И посмотрите, какую красивую здесь сделали территорию. Всегда приятно зайти. Ну и плюс бессарабская кухня, как вы знаете, очень и очень сытная и вкусная. В Одессе нету нормального снега, поэтому, как вы видите, снеговиков у нас делают из дерева. Смотрите, какая здесь замечательная елка, она украшение заведения и одна из главных локаций для фотосессий в Одессе зимой. Здесь очень красивая летняя терраса. Когда потеплеет, обязательно с вами сюда придем. Но сейчас здесь есть стулья, на которых, не стулья, а вернее кресла, на которых можно посидеть у костра. К сожалению, он сейчас не горит. Вот так, спасибо предпринимателям. У одесситов есть места, куда они могут прийти и немного отвести душу в такое сложное время. Я вам не могу передать, как важно солнце при стрессе. Помимо войны, понятно, у людей, у каждого из нас свои проблемы, но когда мрачно, то вообще ничего не хочется. Просто такое уныние, кошмар. Но когда выходит солнце, такое чувство, что жизнь действительно немного налаживается. Скорее бы действительно лето. Едем с вами, вроде бы на дорогах много автомобилей, много людей, меньше, чем летом, но все же они есть. Но знаете, это своего рода иллюзия, которая заключается в том, что много людей из Одессы, именно одесситов, уехали в другие города, в другие страны и с началом войны, и вот все время выезжают. А много людей из других городов и регионов Украины, которые еще больше подвергаются обстрелам, они приезжают жить в Одессу, выбрав этот город своим домом. И кажется, что людей много. Мне кажется, если бы в Одессу не приезжали люди, то у нас в городе бы было очень и очень пусто, потому что не у всех нервная система выдерживает жить в таком напряжении. А многих людей получается не обращать внимания даже на обстрелы. Все зависит от человека. Как раз была недалеко возле Одесского лунопарка и решила сюда сегодня с вами заехать, посмотреть, что же здесь происходит. Пару дней назад, когда был обстрел города, лунопарк тоже немного пострадал от дронов. Видела по видео в пабликах, что разрушены, выбиты окна были в киосках, в игровых автоматах. Но так, на первый взгляд, в принципе, все целое. Люди быстро убрали последствия обстрела. Везде чисто, никакого стекла не видно, ничего. Хотя действительно видела, что его было много. Как видите, у лунопарка есть своя охрана. Это кот или кошка, но она что-то сегодня без настроения. Сама живу в Одессе и каждый раз удивляюсь, насколько сейчас Одесса город контрастов. Знаете, такой рай и ад одновременно. Вроде бы сейчас рай, и даже люди катаются на катке, но буквально пару дней назад именно в этом месте был ад, потому что здесь летали дроны, разрушая все вокруг. И
между вот этими атаками люди все равно стараются держаться, не унывать и проживать эту жизнь, строить хоть какие-то маленькие планы, хоть как-то планировать, хоть минимально будущее, наслаждаться каждым моментом, потому что, как научила война, никто никогда не знает, что может случиться дальше. Хочу сказать еще главное. Даже те люди, которые уехали или уезжают, очень мечтают вернуться в любимый город и в любимую страну. И все как один говорят, что везде хорошо, но дома лучше. И что нету прекраснее страны, чем наша Украина. Смотрите, какой в Одессе мороз. Все замерзло и видно, что лед достаточно толстый. Наверное, на пляже он тоже есть. Холодно, конечно, на улице особо долго ходить не хочется. Вот такой, знаете, контраст в Одессе нормальной жизни и жизни на выживание. Сложно это описать, не покажешь этого целиком в видео, просто нужно приехать и здесь пожить. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Как всегда, из Одессы. Всем пока!